Ну как ты мог оставить вещи без никого? Там же Рекс, а Рекс никогда не отойдет от вещей. А у меня горло. 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 И голова. И голова. Без мозгов. Без мозгов. Сыграть главную роль и запомниться зрителю – большое достижение. Появиться в эпизоде и завоевать любовь миллионов – не меньшее мастерство. Георгий Георгиou обладал этим особенным даром. В жизни артист успел все. В годину лихолетия он отдал долг родине, а в мирное время не уставал делиться талантом с соотечественниками. Георгий Александрович родился в августе 1915 года в Смоленске. Его отец служил в управлении железных дорог. Вскоре после рождения сына Георгий-старший получил повышение по службе и вместе с женой и ребенком переселился в Москву. Революционные события не подорвали жизненного уклада. Глава семьи считался ценным сотрудником и после распада империи продолжил трудиться по специальности. Мама будущего актера отлично знала французский язык, поэтому начала строить преподавательскую карьеру в вузах столицы и публиковать научные статьи. В 1931 году Георгий закончил 7 классов школы и стал студентом недавно открытого торфяного техникума. Специалистов в этой области было мало, и профессия считалась престижной. Однако за первый год обучения юноше удалось разобраться в себе и понять, что его призвание совершенно иного сорта. Молодой человек поступил в студию к Рубену Симонову. У Рубена Николаевича он учился и играл в течение 5 лет, после чего продолжил обучение в техникуме при Театре Революции. Армейская служба для Георгия началась в стенах Ташкентского театра, куда он попал сразу после призыва. Незадолго до начала Великой Отечественной войны парень был переведен обратно в Москву, в Центральный театр Красной Армии. С декабря 1942 и до победы Георгий служил в действующих частях РККА на Первом Белорусском фронте. Командуя боевым взводом, он дослужился до лейтенанта и был награжден орденами и медалями. Демобилизовавшись, фронтовик-орденоносец устроился штатным артистом в театр-студию киноактера, в котором впоследствии проработал свыше 40 лет. За это время он принял участие в десятках постановок, выходя на сцену в спектаклях по произведениям Грибоедова, Достоевского, Тургенева, Чехова и Островского. Фильмы. Разрешите задать вам один вопрос? Валяйте, я уже в ваших руках. Почему у русских общие жены? Вот чего я не могу понять. Все понимаю. Но как можно жить в стране, где нельзя иметь даже собственный велосипед или жену? Этого я понять не могу. Ваша работа? Наша! Наша! Первый опыт съемок в кино Георгий Александрович получил еще в 30-е годы, когда учился у Симонова. В самом начале войны он по состоянию здоровья на год эвакуировался в Алма-Ату в составе коллектива Центральной киностудии, не переставая понемногу играть. К концу 40-х, началу 50-х годов его хорошо знали и любили режиссеры. За Георгием закрепилась репутация идеального мастера эпизода. Мужчину часто приглашали на роли неприятных персонажей, таких как бюрократы, подхалимы, взяточники, скандалисты и проходимцы. В результате к своим 30 годам он мог похвастаться 2 десятками, пусть небольших, но ярких киноработ. Георгий Александрович отлично справлялся с материалом, поэтому предложения о съемках сыпались на него как из рога изобилия. В 1954 году он появился в образе референта при академике Нестратове в картине «Верные друзья» Михаила Колотозова. Дорогая девушка, скажите, что вам нужно от нас? Вот что. Силикатный кирпич за 300 километров возим. Боком розовый туф, сколько угодно. Какая разница? Да. А начальство уперлось. Раз тут подписано, так подписано. Ну и правильно сделано. Так вам же здесь легче проект изменить, чем на вот этот кирпич баржами за 300 километров таскать. В прокате над комедией смеялись 30 миллионов советских граждан. Еще больше успех актеру принесло сотрудничество с Эльдаром Рязановым. В картине «Девушка без адреса» он предстал перед зрителями в забавной роли ответственного квартиросъемщика.
Сидите вы здесь, следите, а мы пойдем вооружаться. Откройте! Если бандиты взломают дверь, бросайтесь на них и кричите: Но если я кинусь, то я потом не поднимусь. И как вам не стыдно, вы же мужчина. Но ведь он тоже мужчина. Пусть он и кидается. Я не мужчина, а ответственный съемщик. Вставайтесь! Остальные за мной! В 1961-м Георгиев познакомился с еще одним талантливым режиссером Григорием Чухраем. Григорий Наумович пригласил артиста в военно-драматическую картину «Чистое небо». Астахов мой муж. Ну какой же он ваш муж? Это же несерьезно. Вы даже не зарегистрированы в ЗАГСе. Вас это меньше всего касается. Согласен. Я не говорю уже о том, что может дать вам этот опустившийся тип, этот... Николай, перестань. Нет, пусть продолжает. Я не говорю уже об этом. А не приходило ли вам в голову, что у этого человека может быть весьма сомнительное прошлое? И прочее, о чем мы с вами даже не можем догадываться. Отдельную страницу творческой биографии Георгия Александровича заняли съемки в 3 сериях киноальманаха «Фитиль». По форме и содержанию жанр сатирической миниатюры как нельзя лучше соответствовал его неординарным способностям. Ваш сынок по возрасту младенец. Но, увы, болезнь его стара. Профессиональный поздравленец. Пламенный привет! Салют! Ура! Разумеется, как профессионал комедийного эпизода, актер не мог не поработать с гениальным сатириком от режиссуры Леонидом Гайдаем. Режиссер ввел Георгию в новеллу «Наваждение» в фильме «Операция И» и другие приключения Шурика. Георгий Александрович прекрасно себя чувствовал в картинах для более юного поколения. Среди прочих героев особенно запомнился его толстый, вольной музыкальной экранизации по произведениям Андерсона «Старая сказка» 1968 года. Нетрудно умереть за друга. Трудно найти друга, за которого стоит умереть. В этот же период артист снялся еще в 2 диаметрально противоположных по настроению картинах. В «Угрюм реке» по роману Шишкова, где нет места юмору и свету, его персонажем был американский инженер Кук. На чужой кровать рот не разевает. Есть такой русский пословиц. Прошу, мистер Кук. Вот проект. Я полагаю, надо собирать технические совещания. Ерунда, мельница моя и техническое совещание это я. Но... Без всяких «но», мистер Кук. Фасад, разрез, план. Слушай, зачем вы это раздраконили? Достаточно было в карандаше. В музыкальной комедии «Улыбнись соседу» он изобразил дотошного жильца многоквартирного дома для деятелей искусства. Товарищи, я знаю, что делать. Надо просто обменять квартиру. Как это благородно! Надо как-то помочь. Простите, в нашем доме это невозможно. Нет, надо помочь человеку. Слово предоставляется. Дайте подумать. Нет, то тяп-ляп не пойдет. Конечно. В начале 70-х Георгиев опять оказался на съемочной площадке у Леонида Гайдая в звездном составе «12 стульев». Теперь он перевоплотился в лысеющего безымянного гражданина, ответственного за порядок на круизном теплоходе «Скрябин». Да заболел он, говорю я вам. Почему же вы мне раньше не сказали? Вам будет предоставлена отдельная каюта. Откуда я мог знать, что художник заболеет? Это черт знает, что такое. Езжайте в город и привезите другого. Прошу. Вам будет предоставлена отдельная каюта. Ну куда я поеду? Пароход сейчас уходит. Тогда будете сами рисовать. Я не умею. Меня не касается. Каюта люкс. Прошу. Пропуск. Вот вы, лупоглазенький, которому художник нужен. Да-да, вы. В 80-е годы Георгий Александрович уже считался возрастным артистом, но интенсивность съемок от этого не уменьшилась. За неполное десятилетие он появился в 11 фильмах. Правда, теперь большинство его героев были безымянными, как в мелодраме «Шофер на один рейс». Иннокентий, ты опять думаешь? Я ни о чем не думаю, Маша. Ну зачем ты говоришь неправду? Я же чувствую, когда ты думаешь. Ты умница. Но не могу же я ни о чем не думать.
Расслабься, расслабься. Ты на отдыхе и должен совершенно от всего отключиться. Понял, киска? Понял. Ну, молодец. Слушай, там кто-то голосует. Финальный аккорд в карьере был поставлен в 1987 году. Личная жизнь актера сложилась гармонично, но не без потери. Его первая супруга, актриса Галина Григорьева, рано ушла из жизни, не оставив наследников. Вторая жена по имени Валентина была спортсменкой и занималась конькобежным спортом. В этом союзе родился единственный ребенок и продолжатель актерской династии, сын Миша. Советский актер Георгий Георгиев скончался в марте 1991 года после продолжительной болезни. По воспоминаниям близких, его до последнего не покидали бодрость духа и оптимизм. Местом упокоения заслуженного артиста РСФСР было выбрано Даниловское кладбище Москвы. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.